Чикаго, в большом доме с панорамными окнами, жил миллионер по имени Ричард Блэкстон. Его 6-летняя дочь, Софи, после тяжелой аварии оказалась в инвалидной коляске и почти перестала проявлять эмоции. Она часами сидела у окна, глядя на улицу, не откликаясь на слова отца или игрушки. Однажды вечером Ричард спустился с лестницы и увидел странную сцену. В просторном холле его водитель, Марк Силва, держал девочке руки и медленно вращал ее в кресле, словно они танцевали под едва слышную музыку. Лицо Марка было сосредоточенным и теплым, а Софи смеялась, как давно уже не смеялась, ее глаза блестели, и в этот момент дом наполнился неожиданной радостью. Ричард выгнал Марка, не дослушав объяснений, и особняк снова погрузился в тишину. На следующий день Софи перестала говорить, а еще через пару дней отказалась от еды. Врачи только разводили руками, предупреждая об откате в лечении. Ассистент Ричарда, Джеймс, провел проверку и выяснил, что Марк не просто водитель, а бывший профессор медицины из Парижа, специалист по нейрореабилитации, который когда-то лечил жену Ричарда. В старой папке, случайно найденной в гараже, оказались записи о терапии Софи и письмо от умершей жены, в котором она просила довериться доктору Силве. Ричард понял, что выгнал единственного человека, который мог помочь дочери. Он позвонил Марку и попросил вернуться. Марк ответил, что вернется только если Ричард сам начнет быть рядом с дочерью, а не просто наблюдать со стороны. На следующее утро Софи, дрожа и цепляясь за поручни, встала впервые за месяцы и шепотом попросила: «Папа, привези Марка». В тот вечер они снова танцевали втроем, без музыки, с робкими шагами и слезами счастья. В доме снова появился смех, а в глазах Софи жизнь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.